Всем привет, меня зовут Юлия Гензина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня хочу вам показать вот такую вот подушку и заодно рассказать с одной стороны про пряжу, с другой стороны про узор, а с третьей стороны напомнить вам, что подушка – это универсальный способ потренироваться в мозаичном вязании крючком. Итак, поехали! Смотрите, какая клевая подушка. Я специально еще не обрезала вот эту нить, чтобы вам успеть показать ее. Вот такая вот пряжа. Мы с вами ее уже изучали. Я вам рассказывала в ролике про самую ленивую пряжу для новичков в мозаичном вязании, про эту нить. Вот я связала из нее вот эту вот подушку. Нить называется Yarn Art Jeans Plus. 100 грамм, 100 метров. Это полухлопок, полуакрил. То есть она, конечно, я оставлю здесь ссылку в описании на обзор этой пряжи. Она для новичков почему? Потому что у нее толщина идеальная, очень удобная, у нее крутка идеальная, то есть крючок ни за что не цепляется. Она тактильно очень приятная, мягкая, полотно получается мягким. В общем, самое оно. Там с палитрой, правда, не очень, и для пледов она мне не очень нравится, но для подушек самое оно. Но дело не в этом. Значит, во-первых, почему подушки это самое удобное для тренировки? Потому что это небольшой совсем проект. Что такое подушка? Это там 35 на 35 или 40 на 40, да? Мы можем подушку, если потратим некоторое количество времени в сутках, мы можем подушку связать там за 3 дня легко, а можно и за день. То есть вот эту подушку я связала за день. Но она, здесь вот вам не очень хорошо виден масштаб, она 30 на 30, то есть она совсем маленькая. Эта подушка связана по кругу. Почему, опять же, я говорю, что подушка это идеальный способ тренировки? Потому что ее можно связать по кругу, можно связать из 2 квадратов и сшить их, можно связать из одного большого квадрата и сшить на обратной стороне по методу конверта. То есть вы на подушке можете потренировать и вязание из центра, то есть, да, вы свяжете, например, квадрат такой или большой из центра, и круговое вязание, там условно бесшовное. Почему условно? Потому что вот шва нету видимого, да, шов есть внутри, но рисунок не прерывается. То есть вы можете на одной подушке потренировать, на 2, соответственно, потренировать 2 разных техники вязания мозаичным крючком. А в данном случае я вязала именно по кругу, потому что это совсем такой способ для ленивых, тут вообще не надо шить. Мы начинаем вязание с набора цепочки воздушных петель, дальше начинаем эту цепочку обвязывать и вот так вот по кругу вяжем, 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 вяжем до конца. То есть у меня швов нет ни с боков, ни внизу. И здесь вы уже, как обычно, решаете сами. Я здесь зашила столбиками без накида, даже, по-моему, соединительными столбиками, да, я зашила, судя по вот этой цепочке. Если вы умеете шить, можно вшить молнию. Если вы не умеете шить, но не хотите зашивать, хотите, чтобы наволочка была съемная, вы можете изнутри пришить невидимые кнопки. Я так иногда делаю для чехлов, для ноутбука, например. То есть пришивается изнутри невидимые кнопки, и они потом, на них очень удобно закрывать, но только я рекомендую брать не пластиковые, а металлические. Либо можно пришить пуговицы. В общем, тут абсолютно на ваш выбор. Теперь давайте рассмотрим сам рисунок. Я, как вы знаете, очень люблю простоту. Я люблю геометрию, потому что геометрия и лаконичный дизайн очень легко вписать в интерьер. Все-таки мы занимаемся интерьерным вязанием, мы эти вещи потом используем, а иногда мы их дарим, а иногда мы их продаем, а иногда мы это делаем совершенно незнакомым людям, например, и мы не знаем, какой у них интерьер. Поэтому в данном случае лаконичный дизайн, особенно геометрический, он решает все проблемы, и он спасает нас от, знаете, такого не очень благоприятного исхода, когда человек, например, получает в подарок очень красивую, по нашему мнению, с хитрым рисунком вещь, но ему никак не удается ее никуда дома пристроить. С геометрическим рисунком этого, скорее всего, не произойдет. С вероятностью 99% всегда геометрия удачно впишется в любой интерьер. Ну и, конечно, важно использовать такие более-менее спокойные цветовые оттенки, чтобы, опять же, не попасть в такую дисгармонию цветовую. Вот в этой подушке я выбрала такой вот геометрический узор. Я люблю играть здесь в данном случае не цветом, но движением, потому что, видите, сам рисунок построен не прямыми рядами, а как бы диагональными. А поскольку сама подушка связана еще по кругу, то диагональ у нас, получается, сходится с вот этими круговыми движениями, и получается очень интересный оптический эффект.
Мы в чате ВКонтакте обсуждали, что здесь в этом рисунке больше забирает на себя внимание. Вот эти вот диагональные квадраты или диагональные ступеньки. Решили, что диагональные квадраты, но мне кажется, что дело в цвете. Можно же по-разному разместить цвета. То есть, возможно, если бы я поменяла зеркально цвета, и, например, диагональные ступеньки были розовыми, а квадраты были бы черными, был бы совсем другой эффект, но тут можно поиграться. Кроме того, конечно, такой узор будет отлично смотреться с использованием градиентно окрашенной пряжи. Я бы очень попробовала, если бы у меня было время, но, может быть, попробуете вы. Подробный мастер-класс с пошаговыми фотографиями вы можете найти в моей группе ВКонтакте на эту подушку. Этот пошаговый мастер-класс доступен моим донам. Кто такие доны, там вот в моей группе ВКонтакте все написано. Но там прям пошаговый, совсем прям все разобрано, сколько набирать и все такое. А здесь же к этому видео я приложу ссылку на схему, так что вы можете взять мои уроки здесь, посмотреть по мозаичному вязанию, по круговому, посмотреть эту схему и можете справиться и без пошагового мастер-класса абсолютно точно. Скажу только, что на эту подушку 30 на 30 у меня было 4 раппорта и ушло ровно один моток вот такого вот темно-серого и почти, ну, чуть-чуть осталось, почти один моток вот этого нежно-розового. Это, повторю, самая маленькая подушка, которую только можно было сделать. Поэтому, если вы задумываетесь о расходе пряжи на такую подушку, то берите четко по 2 мотка каждого цвета. Тогда точно не прогадаете, и вам их хватит на стандартного размера подушку 35 на 35 сантиметров. Вот такая вот подушка. Я надеюсь, что вам приглянется. Вы найдете для нее место. И помните, что это может быть не подушка, а, например, чехол для компьютера или сумка. Выбирать вам, но рисунок универсальный, красивый, объемный, несложный, что тоже очень важно, потому что ритм рисунка вы словите уже где-то на вот этой стадии, и вам схема не понадобится. И можно будет брать проект с собой в поездки, в электричке, в метро, в автобусы и спокойно вязать без бумажек, без схемы. Надеюсь, видео было вам полезным. Оставляйте комментарии, давайте обсудим. И приятного вязания, будьте здоровы!